Если вы не в курсе последних новостей, то создатель читов для World of Tanks рискует сесть на 1,5 года. Это больше, чем получают сотрудники банков, которые сливают информацию по чужим счетам. Что за жесть, спросите вы? Почему за читы можно сесть в тюрьму? И за что вас в этом случае могут арестовать? Это канал Тьюринг, и давайте разбираться. Для начала история, которая произошла буквально 2 месяца назад. Житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов в 2014 году разработал aimbotов, это читы на автострельбу и автоприцел, для World of Tanks и World of Warship. Первое время они лежали в открытом доступе, но стали пользоваться такой популярностью, что с 2015 года Андрей создал сайт Кибертанк. Теперь чит можно было купить за сумму до 2000 рублей в зависимости от количества боев. То есть можно сказать, что это была подписка на читерскую победу. За 7 лет он нанес ущерб разработчикам на 670 миллионов рублей. Точнее, такие цифры дает МВД. Сама Wargaming, автор обеих игр, по неизвестным причинам отказалась предъявлять претензии. Разработчик попал под статью о киберпреступлениях. Точнее, это статья 273 Уголовного кодекса «Создание и распространение вредоносных программ». По ней может светить до 5 лет. То есть да, чит признали реальной вредоносной программой. Или вот вам история из США про то, как 14-летний подросток Калиб Роджерс использовал читы для Fortnite Battle Royale и спалился. Его спас тот факт, что парень никогда ничего не продавал и не скрывал читинг от своих подписчиков. Хотя впоследствии его стримы на ютубе с демонстрацией чита признали даже рекламными. Epic Games подала в суд, но и дальше долго боролась с матерью парня. Что он нарушил в данном случае? Когда вы запускаете игру, вы принимаете пользовательское лицензионное соглашение, где, кроме прочего, упомянут закон об авторском праве в цифровую эпоху, так называемый DMCA. Любое использование программ, влияющих на ход игры, обеспечивающих вам нечестные преимущества, то есть, другими словами, любой чит, попадает под этот пункт. Если быть немного зануднее и конкретнее, то вам запрещено подвергать анализу, разбирать на составляющие, извлекать программный код и любым прочим образом модифицировать программный материал. За это вам может грозить от бана до судебного разбирательства. Суд может быть в том случае, если компания решит, что из-за вас потеряла слишком много денег. Откуда у компании потери? Во-первых, затраты на попытку вас поймать, во-вторых, денежные потери, которые вы ей не доплатили, ну и, наконец, отток игроков. Многие уходят из игр, если знают, что с высокой долей вероятностью они могут играть против читера. Кстати, основной аргумент матери Калиба Роджерса был как раз в том, что он еще несовершеннолетний и не имеет права подписывать какие-либо документы. Довольно хитро. Но это разовая история. А какова вероятность, что в суд подадут на вас? Даже просто за запуск и использование читов. Обычно при первом выявлении нарушения DMCA у игрока отбирают достижения или блокируют аккаунт, даже если сам он ничего не создавал, а просто воспользовался готовым решением. В ММО-играх админы блокируют аккаунты с формулировкой «за процесс, не предусмотренный игрой». То есть понятие в данном случае довольно широкое, но также за это на вас могут подать в суд. Вообще вероятность суда низка, но исключать ее нельзя, потому что компания может и имеет право придраться к случайному читу чисто в воспитательных целях. Любой зеленый и никому не повредивший читер может попасть под статью просто чтобы другим было неповадно. Игровые студии идут таким путем просто потому, что другие способы не работают и похожи на борьбу с ветряными мельницами. Блокируешь одних, приходят другие. Чем-то напоминает борьбу с торрентами. Вспомним PUBG. Например, в Battlegrounds в 2017 году забанили 500 000 читеров за 2 месяца, что, конечно, не очистило игру от читеров. После этого пошли слухи, что игра начала намеренно сводить нечестных на руку геймеров друг с другом в одном батле. Интересно было бы за этим понаблюдать. В том же PUBG, кстати, могут ограничить доступ не только тем, кто использует читы, но и тем, кто объединяется с такими игроками, потому что это, дескать, потворство распространению читов. Но нельзя не вспомнить историю, как в Китае арестовали читеров в PUBG и Call of Duty, которые не только юзали, но и распространяли читерский софт. Им это обошлось в $46 миллионов, то есть это та сумма, на которую при аресте ликвидировали их имущество. Да, распространение — это не только продажа. Рассказывать о чите, советовать его, демонстрировать его и так далее — это тоже распространение. Playrix, например, вообще считает читерами всех, кто установил игру не из официального источника, покупает игровую валюту не в игре, юзает баги и вообще дает доступ в аккаунт третьим лицам. Так что вам придется играть за вашу рыбку самим. И никаких спидранов. Это будет незаконно. Все не всегда так критично. Например, в GTA Online читером на голову надевают колпак, который он не может снять. На колпаке написано «Dance», то есть «придурок». Любопытный факт. Именно из-за страха обвинения в читинге компьютерная мышь Aphotech Bloody продается с ограничением. Ее игровая функция, которая компенсирует отдачу в шутерах, является спорной и может быть признана как чит, который дает преимущество в бою. Вообще тема читерства очень мутная. Например, есть игры, где баги влияют на игровой процесс и доступны только в большом расширении. Есть некоторые настройки, которые позволяют увеличить вероятность обнаружения врагов.
Это как бы тоже читинг, но более официальный. Поэтому многие спорные моменты остаются на усмотрение администрации. Например, у вас могут просто почистить учетную запись и все ваши достижения, но что тоже не очень приятно. Так что будьте осторожны, используя читы в сетевых играх. Моды использовать можно, читы нельзя. Например, установить что-то, что улучшит графику или добавит нового неигрового персонажа. Можно. Самому создать аддон в большинстве случаев тоже можно. А вот запускать в игре что-то, что может поменять ее расклад и дать вам незаслуженные преимущества, нельзя. А вообще, читерство грех. Не грешите. Читайте лицензионные соглашения, ну или хотя бы подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.